Всем привет! С уходом из нашей страны всех привычных для нас автомобильных марок, нашу страну тут же заполонило огромное количество китайских автомобилей. Многие из них уже на слуху у многих наших соотечественников, а кто-то стал их обладателем. Правда, в прошлом году стало ясно, что китайцы значительно переоценили свою значимость для автомобильного рынка в нашей стране. Японцы, европейцы и корейцы, покинув наш рынок еще в 2022 году, сделали огромное одолжение коллегам из Поднебесной, отдали с потрохами весь наш автомобильный рынок. Но китайцы молодцы, не растерялись и начали заваливать наш рынок своими автомобилями. Как итог, в 2022 году было продано 122 тысячи новых китайских автомобилей, что стало новым рекордом. Но в 2023 году продажи китайских марок взлетели еще больше. По итогу 2023 года было продано больше 500 тысяч новых автомобилей. А всех этих Chery, Geely, Havail'ов и так далее на дорогах наших городов стало заметно больше. И тут китайцы должны отдать должное своим сбежавшим коллегам. Ведь если бы не ушли тот же корейский концерн Hyundai Kia, вряд ли бы китайские автомобили пользовались у нас столь большим спросом. Многие люди, несмотря на такую популярность китайских автомобилей, до сих пор смотрят на них через призму презрения. Ведь кто его знает, что станет с моторами этих Амод, Chery или Хавалов через 5 лет. Да и в интернете сегодня можно найти немало негативных отзывов на все эти автомобили. Многие люди спустя пару месяцев уже высказываются нелицеприятно в сторону этих автомобилей. Но с другой стороны, а что сегодня покупать из новых автомобилей? Кто-то может сказать, что еще на рынке есть наша Лада и будет полностью прав. Только один вопрос, а вы цены видели на наши автомобили? Вот на днях в продажу поступила обновленная версия Vesты NG. Правда, полноценным автомобилем это сложно назвать. Автомобиль максимально упростили. Нет подушек безопасности, нет подсветки багажника, бардачка, нет подогрева сидений и так далее. По большому счету людям дали максимально простой автомобиль с рулем, педалями и механикой, и все это за 1,5 миллиона рублей. Хорошо, что под капотом за такую цену не 90-сильный мотор, а 106-сильный агрегат. А ведь еще пару месяцев назад сам Максим Соколов отрицал выпуск Весты без подушек безопасности. Но главе АвтоВАЗа уже не впервые отрицать слухи касательно будущих автомобилей. Но в итоге все это сбывается. Вспомнить хотя бы громкие заявления о борьбе с наценками дилеров. И что мы видим в итоге? Наценки у дилеров бешеные. Даже на самую пустую гранту добавляют по 200 тысяч рублей. Автомобили Lada уже полным ходом идут прямо по курсу на повышение цен, и уже совсем скоро та же Lada Vesta NG будет стоить как многие китайские кроссоверы. Случится это уже совсем скоро, ведь в продажу поступила новая максимальная комплектация, в которой появился обновленный мотор 1.8 EVO на 122 силы и вариатор. Если уж максимальная комплектация седана с мотором 1.6 на 106 сил и механикой уже стоит 1,8 миллионов рублей, то с подобной связкой цена вырастет на 200-300 тысяч рублей. Но до конца этого месяца действуют скидки, а после дилерские наценки никто не отменял. Поэтому в итоге мы получили дорогой отечественный седан, который никак нельзя назвать бюджетным, а в кузове универсал или кросс-универсал цена будет составлять по 2,5 миллиона рублей. Хотя уже сегодня в продаже имеются две Весты Sportline седан и универсал, цена которых 2,2-2,4 миллионов рублей без наценок. Поэтому людям ничего не остается делать, как покупать за эти деньги китайские автомобили. Да и они довольно спорные, но тем не менее за одну стоимость китайские автомобили предлагают больше набор опций и комфорта, чем наши автомобили. Правда, все это спасло китайские автомобили от спада продаж. Еще в прошлом году стало известно, что склады дилеров забиты новыми автомобилями, и в новом году ситуация особо не изменилась. Да, все эти автомобили продаются, но темп продаж пока не особо впечатляет дилеров. Китайцы переоценили свои автомобили и с конца прошлого года буквально заставляют своих дилеров повышать обороты продаж. Почувствовав полное отсутствие конкуренции на нашем рынке, производители начали повышать планы продаж.
но, как говорится, жадность фраера разгубила. По оценкам экспертов, около 30% новых китайских автомобилей, которые были завезены к концу прошлого года, до сих пор не распроданы. Теперь же дилеры вынуждены распродавать эти автомобили буквально в ноль, лишь бы избавиться от этого груза. При этом, по оценкам Ассоциации российские автомобильные дилеры, средняя стоимость автомобилей из Поднебесной в 2023 году выросла на 30% и составила 3 миллиона 250 тысяч рублей. На этот год планы китайских боссов на наш рынок куда более серьезные. Всего они планируют продать в нашей стране более 1 миллиона автомобилей, что в 2 раза больше, чем было продано в 2023 году. Планы очень амбициозные. Правда, с такими ценами, как сегодня, вряд ли это осуществимо. Плюс ко всему, планы китайцев нарушил Центральный банк, который поднял ключевую ставку до 16%, тем самым сделав кредиты для людей необоснованно дорогими. Генеральный директор Автодома высказался на этот счет. По нашим данным, еще часть импортеров окончательно не финализировали планы продаж на этот год, так как китайские производители на фоне роста продаж требуют еще больших результатов. А российский менеджмент, понимая трудности, с которыми они столкнутся, пытается эти планы снизить. Все как всегда. А теперь можно понять весь масштаб проблемы. Дилеров заставляют продавать больше, но народ в таком количестве не идет за этими автомобилями. Если же китайцы не решат утихомирить свои наполеоновские планы, то в конце этого года ситуация с остатками у дилеров усугубится еще больше. То есть, если китайцы будут поставлять нашим дилерам в 2 раза больше автомобилей, то есть вероятность, что китайский пузырь может лопнуть в этом году. На складах может оказаться более 500 тысяч новых автомобилей, которые придется куда-то девать. А девать их будут опять же под конец года, распродавая за бесценок. Таким образом, цены на автомобили могут очень сильно обрушиться. И еще в прошлом году на заседании дилеров была поднята проблема непонимания китайской стороны, как вести бизнес в России. Китайцы привыкли, что у себя на родине они могут продавать автомобили в гораздо больших объемах. Необходимые объемы продаж у них в стране достигаются за счет демпинга цен и ценовых войн. Они пытаются наложить все эти факторы на нашу страну, но у нас это так не работает. Склады дилеров забиты, а большего числа покупателей просто нет. Российский менеджмент, который долгие годы работал с японцами, европейцами и корейцами, привык к достижению понимания с обеих сторон, но в случае с китайцами это не работает. Генеральный директор Борис Хофф еще в прошлом году приводил в пример разговор с одним из топ-менеджеров крупной китайской марки. Когда директор задал вопрос китайскому коллеге относительно увеличения объемов поставок новых запчастей, он получил довольно странный ответ. А зачем? Ведь это новые автомобили. В одном этом ответе уже можно понять, что менталитет у нас разный. Наш народ не так богат, чтобы менять новые автомобили как перчатки раз в 2 года. В среднем люди меняют новый автомобиль через 5 лет, ведь многие сегодня покупают автомобили в кредит. Но пока цены остаются на высшем уровне, как и ключевая ставка, китайцам явно не светит продавать у нас по 1 миллиону автомобилей, ведь за весь прошлый год было продано чуть больше, чем планируют продать наши товарищи из Поднебесной в этом году. Мало того, часть марок и вовсе может от нас уйти. Так маркам Skywell и Ora, Otink и Хайма, Avatar и Yanweng, M-Hero, Xlantix и Racing предрекают закат на нашем рынке и уход с него из-за сильно высокой конкуренции. Да и очень мало людей вообще знают эти марки.